now we have come to the Sripad, the transcendental bhajan stali of Sri Murari Gupta. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы пришли сюда в Шрипад, в Баджана стали, место, где совершал духовную практику Мурари Гупта Прабху. We are still in Antardweep. Мы все еще находимся на острове Антардвипе. From just some distance to the east of the Yoga Pit begins a very big lake called Balal Dighi. С восточной стороны Йога-Питхи расположено большое озеро Балал-Дигхи. So in the next place we'll go will be on the bank of that lake because it's very big, more than 1 kilometer. Это озеро размером больше километра. И следующее место, которое мы посетим, мы как раз окажемся на берегу этого озера. So Sri Murari Gupta, his bhajan kuti was very close to that Balal Dighi. И Ваджана Кутира Мурари Гупта, его домик был расположен близко с этим озером. So in Gauragana Deshadika, it is said, Murari Gupto Hanuman Angadasri Purandaraha Yasri Sugriva Namasit Govindananda Evasa. Among the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, Murari Gupta, Purandar and Govindananda, they are all actually monkeys in the army of monkeys fighting on behalf of Lord Ram. В Горагана Дешадипике описывается, что Мурари Гупта, Пурандар и Говинда, они все Говинданандан, они все обезьяны из Рама Лилы. Они помогали Господу Раме сражаться против Раваны. So Murari Gupta is Hanuman, incarnation of Hanuman. Мурари Гупта это инкарнация Ханумана. Puranda is the incarnation of Angad. Пурандар инкарнация Ангада. And Govindanandan is the incarnation of Sugriv. А Говинданандан это инкарнация Сугривы. So he was born in a family of the Ayurvedic doctors, Kavirajis, in Sylhet. That is a Sri Hatta. Родился в Силете, в традиционной семье лекарей, аюрведических врачей, Кавираджи. But when he was young, his family moved here. Когда он еще был маленький, семья перебралась жить в Навадвипу. So his name is Murari Gupta. Его зовут Мурари Гупта. Murari is the name of Krishna. Мурари это имя Кришны. Because Krishna killed a demon named Mura, Так как Кришна so убил Krishna's name is Murari. Ари, значит Ari means enemy. враг. Mura, Ari, Murari. Кришна убил демона Муру, поэтому Кришну зовут Мурари. So Mura also means calm, lust. Мура это также вожделение, похоть. This calm or worldly desire is actually a vidya vritti of Maya. Это вожделение, это не что иное, как материальные желания, которые являются проявлением невежества, авидии, майи. Avidya vritti, the ignorance policy of Maya, covers our awareness that we are not this body, but we are divine transcendental souls. Одна из функций иллюзорной энергии заключается в том, что она вынуждает нас забыть нас о нашей духовной природе и вынуждает нас верить в то, что мы часть этой материальной среды, и у нас появляется множество материальных желаний. So in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Avritam jnanametena jnanino nityavaina kama rupena kuntaya dushparena analena cha. Hey Arjun, this calm covers the soul's transcendental knowledge. Кришна объясняет Арджуне в Бхагавад-гите. Арджуна, это кама, вожделение, оно покрывает трансцендентные знания души, ее природу. That is not of the variety of the spiritual world, because Samvit Shakti cannot be covered, but the knowledge of the discrimination between matter and spirit, the body and the soul. То есть трансцендентном разнообразии духовного мира, а именно о понимании различия между духом и материей. То есть мы перестаем различать. So, это Гурудеву. give to him. Мурти.
Hemadri. Give to Hemadri. Но он не знает, кто его. Пуджари doesn't know who is Himadri. So, this calm, Dusparena Analena Cha, is like a fire, which is never satiated. The more fuel you put in the fire, the more it burns. So similarly, the more worldly enjoyment you have, then the more desires increase. Вот это мирское вожделение, такие желания, они ненасытные. Это как огонь. Сколько бы вы ни подкладывали топлива, он будет гореть все больше и больше. Чем бы вы больше не пытались утолить свои желания, насытиться, вам все равно будет хотеться большего постоянно. So, see, Krishna is Murari. He is the enemy of that illusion. Кришна и есть Мурари, враг вот этой иллюзии, этого вожделения, Krishna Surya Sama Maya Hai Andhakar Yahan Krishna Tahan Nahi Maya Adhikar. Where there is Krishna's name, form, qualities, then that is just like the sun, and the darkness of avidya, ignorance, cannot remain there. Сам Кришна, его имя, его качество, повествование о нем подобны солнцу, а там, где солнце, там не может быть тьмы, поэтому мгновенно вся иллюзия отступает. You can experience it on this parikrama. И вы можете это испытать сами во время этой парикрамы. You know that yogis, they sit in meditation trying to control their mind and their breathing for hundreds of years. Йоги старательно сидят, пытаются погрузиться в медитацию, контролируют дыхание, следят за функциями чувств в течение очень долгого времени. Trying to get rid of the darkness of Maya. Пытаясь отогнать от себя тьму невежества. But darkness, if a room is dark, you cannot take the darkness out. You have to introduce a light, then the darkness will leave. Если в комнате темно, вы саму по себе темноту вынести оттуда никак не сможете. Вам просто нужно внести свет туда. So they fail. Поэтому йогам не удается совладать с иллюзией. But you will see, by chanting the names of Krishna, serving the deity of Krishna from early morning till night time on parikrama, after a few days, you will see your avidya is going away. Но вы сами заметите, если вы погрузитесь в этот процесс парикрамы, совместного воспевания, служения Кришне, вовлеченности в практику бхакти с утра до вечера, вы увидите, как за несколько дней вся эта иллюзия полностью отступит от вас. That you are not this body, but you are transcendental Atma. И вы будете летать, вы будете чувствовать, что вы не тело, а трансцендентная душа. Jivera Swarupoi Krishna Nityadas, and it is your nature to be Krishna's eternal servant. Вы снова вспомните о своей природе, о своем истинном положении слуги Господа. So, performing this Navadip Dham Parikrama cannot be compared to millions and millions of years of intense yoga sadhana. Поэтому никакая интенсивная йога садхана, даже миллионы лет практики йоги не могут сравниться даже с вот этой одной неделей Навадвип Dham парикрамы. So which would you rather do? И что вы предпочитаете, какой путь? Stay alone in a cave? В пещере спрятаться в одиночестве? Give up eating, drinking, breathing? Отказаться от еды, от воды, от дыхания, от For воздуха thousands of years? в течение тысячелетий? Or spend 1 week with all your very loving friends singing, dancing and taking prasadam? Или вы предпочитаете провести одну неделю в Навадвип Dhаме в этой душевной обстановке, семейной атмосферы с друзьями, кушать прасад, петь, танцевать вместе? Что предпочтительнее для вас? Kevalaya Nanda Kanda Kevalaya Nanda Kanda Kevalaya Nanda Kanda Kevalaya Nanda Kanda Anandero Shiramani Nitai Gaura Gunamani Anandera Shiramani Nitai Gaura Gunamani Parama Karuna Pahudu Hijan Nitai Gaura Chandra Saba Avatar Kevalaya Ananda Kanda Sara Shiramani Kevalaya Ananda Kanda. Srila Lotendas Thakur said, Sri Gaur Nitai are most merciful. Шрила Лочандас Такур говорит, что Шри Шри Гаура Нитай чрезвычайно милостивы. Because there are different paths. Существуют разные пути. Karma Kanda, Jnana Kanda,
Kevala Vishara Bandha. The path of fruitive activities, the path of Gyan, the path of Yoga, they're all like pots of poison. То есть разные пути саморазвития, то есть карма-канда, гьяна, йога, но все они сравнимы с ядом. So Sishi Gonitai, they don't give Karma Kanda or Jnana Kanda, they give Ananda Kanda. Поэтому Горнитай очень милостивый, они даже не исполняют такие желания, они не дают людям никакую гьяна-канду, карма-канду, они сразу дают ананда This is a path of joy. канду, потому что это путь радости. It is joy in the beginning, in the middle and the end, Тут everywhere. все сладко, сначала все сладко, посередине все сладко и концовка, конечно, From the very new person who doesn't know anything. от новичка, который вообще ничего не знает о практике They бхакти. think, oh, this dancing is good, I like it. Думают, это тут весело, так все танцуют, мне нравится. Then afterwards they realize, oh, all their material attachments have been destroyed. А потом человек даже не заметил, как все их материальные привязанности обрубились в процессе этих танцев. They don't want to maintain any worldly activities Человек anymore. начинает понимать, что материальная деятельность уже совершенно не привлекательна. Then there is the ananda of realization of Krishna, Paramananda Swarup Harinam. Потом человека ждет ананда, блаженство, осознание самого Кришны, его сварупы. Jaya Jaya Nama Rupa Murari Namananda Rupa Murari. So Krishna is Ananda Rup. He is Murari. Кришна Ананда Рупа, он Мурари. Until you're calm, your material desires are killed. You cannot experience the true transcendental Ananda. То есть пока не погибнет ваша похоть, все вожделение, вся кама, вы не сможете вкусить ананду, истинную блаженство. Mahaprabhu is merciful, little Abbas is there. Махапрабху милостив, он дает немножко вкуса, немножко какого-то подобия этой ананды всем. But when the heart becomes anyabhilashta shunyam, no worldly desires or attachment at all, then anandam buddhivardhanam pratipadam purna amrita svadanam. Но вот этот, Endless ocean of bliss, where there is the amrita nectar in every step. но вот этот океан блаженства доступен только тем, чьи сердца полностью очистились от всех материальных привязанностей, всех каких-то корыстных личных желаний. Pratipada means in the Mahamantra there are 8 padas. So there's ananda, joy in Hare Krishna, and then more joy in Hare Krishna, then more joy in Krishna Krishna, and more joy in Hare Hare. Пратипада, что в Махамантре состоит из 8 пад, то есть частей, то есть там все по нарастающей идет блаженство. Харе Кришна, там очень много блаженства. Харе Кришна, еще больше блаженства, все больше и больше и больше. So as Krishna is Murari, Chaitanya Mahaprabhu is also Murari. Кришна это Мурари. И Чайтанья Because he is Махапрабху, Krishna. так как он и есть сам Кришна, он тоже Мурари, он враг похоти. So Gupta means hidden. Гупта это скрытое что-то. So Murari Gupta means that person in whose heart is hidden the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мурари Гупта это личность, в чем сердце скрывается лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху. Murari Gupta ki jai. So Murari Gupta, he was an Ayurvedic doctor. Мурари Гупта был But аюрведическим when people врачом. came to him for a treatment, sometimes he would just give them water. И когда пациенты приходили к нему, обращались за помощью, иногда он просто давал им стаканчик воды. And they became very surprised. Not only was their material, their physical, medical disease cured, but they felt themselves being cured of a bhavarog. The disease of material existence, just by his association. И больные очень удивлялись, они ожидали получить лекарство, но взамен просто получали стакан воды, и выпив его, они осознавали, что они не только излечились от болезни, а также излечились от болезни материального существования, просто проведя время с этим доктором Мурари Гуптой. So Murari was a little bit older than Nimai, Мурари Гупта был постарше Чайтаньи but they Махапрабху. used to go to school together. Но они ходили, Nearby, we'll go there on the last day Они to ходили. the toll of Gangadas Pandit, но они ходили Sanskrit school. в одну и ту же санскритскую школу Гангадас Пандита. And Mahaprabhu always used to quarrel with him. Махапрабху постоянно любил спорить с Мурари Гуптой. But sometimes Murari Gupta would
give a reply that would surprise Chaitanya Но Mahaprabhu. иногда Мурари Гупта отвечал таким образом, что Чайтанья Махапрабху был очень удивлен его аргументами. And Mahaprabhu used to glorify and praise him for his learning. И не находил слов даже в ответ, и тогда похвалил Мурари Гупту за его ученость. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu had many pastimes here with Murari Gupta. Тут прошло много разных лил Чайтаньи Махапрабху и Мурари Гупты. One day, Mahaprabhu came here and Murari Gupta had a water pot, and in the ecstasy of Lord Varahadev, Chaitanya Mahaprabhu manifested the form of Lord Varahadev, put the water pot on his nose and was doing the pastime of saving the world from the Govardhaka ocean. Тут у Мурари Гупты был такой кувшин с водой, и однажды Махапрабху, находясь тут, испытал экстаз вот этой инкарнации Господа Вараха, вепри инкарнации. Он как будто бы своими бивнями подхватил этот кувшин, как будто бы это была мать земля, и стоял так, позировал за ним. Murari Gupta was a great devotee of Sitaram. Мурари Гупта был преданным Ситы Рамы. So once Murari Gupta, he was glorifying the pastimes of Sitaram. Однажды Мурари Гупта рассказывал и прославлял лилы Господа Рамы. I have never seen anywhere in the world such beautiful the dioramas of Ram Leela. Нигде я в мире не видел такие красивые барельефы, где Раму лил Господа You Рамы. can spend the whole day here just looking at each one and weeping. Целый день напролет можно тут провести, просто рассматривая каждую из этих сценок и проливая слезы. So beautiful and full of bhav. Но все настолько сделано с такими чувствами, с любовью. So when Murari Gupta was glorifying Lord Ram, Mahaprabhu became ecstatic. And he took a pen and he wrote on his forehead, Ram Das. И когда Чайтанья Махапрабху слушал прославление Господа Рамы, из уст Мурари Гупты, Махапрабху испытал такой экстаз, что он схватил перо и написал на лбу Мурари Гупты «Рама Дас». Well, one day, Murari Gupta went to Srivasangan. Однажды Мурари Гупта пошел в дом Шривастакура, And he bowed down to Chaitanya Mahaprabhu. поклонился там Чайтанье Then he Махапрабху, bowed down to Nityananda Prabhu. потом поклонился Нитянанде Прабху. Mahaprabhu said, you've made a mistake. Махапрабху сказал: ты поступил неправильно. And Murari Gupta couldn't understand. Мурари Гупта растерялся, не понимая, о чем речь. So that night in a dream he saw Gaura Nitai. Во сне в ту ночь ему приснились Гаура Нитай. And then he saw Gaura as Krishna and Nitai as Balaram. И он увидел Чайтанья Махапрабху в облике Кришны, а Нитянанду Прабху в облике Баларама. Then he realized Balaram is Akhanda Guru Tattva, И потом он осмыслил, что undivided principle of Sri Guru. Баларам — это изначальный принцип, неделимый гуру, духовного принцип духовного учителя. Guru is one. Гуру, духовный учитель один. That is the Samasti Guru. Самасти Гуру The sum Tattva. total of all gurus, Balaram Prabhu. Баларам О, Нитянанда Прабху Прабху. олицетворяет собой Нитянанда Прабху тотальность вот этого принципа духовного учителя. So when their power is manifest in a Vaishnava in this world, that is called Vyasti Guru, the individual Guru. И когда вот эта сила тотальности принципа духовного учителя проявляется в каком-то индивиде в этом мире, то того человека называют духовным учителем, Вьясти Гуру. So many devotees, they may have different gurus, but all their gurus are the Vyasti Guru. And they are the manifestation of the one Samasti Guru, У Nityananda преданных Prabhu. может быть многочисленные разные духовные учителя. Это Вьясти Гуру, но они являются все частичным проявлением, носителем вот это Шакти Нитянанды Прабху, Баларама Прабху. So never be sectarian Никогда не впадайте в сектантство, and be like a Konishtadikari neophyte потому что это mentality that only my guru is great and other gurus are like straw. это менталитет неофита, конечно, когда мы почитаем своего учителя, думаем, что учителя других, они ничто, просто солома на улице. Вот у меня крутой учитель, у всех остальных непонятно Who что. is following my guru is the best and who is following other gurus are second class. И мы думаем, что те, кто ученики моего гуру, вот это первосортные вайшнавы, все остальные последователи других гуру, они Never ничтожны. allow such hellish mentality Это адский to come in менталитет. your mind. It is very offensive. Очень оскорбительное это настроение, его надо гнать прочь от себя, подальше. Wherever you see Shraddha, faith, Если вы видите веру в in сердце the heart любого of someone, человека, to any Vaishnava, then bow down to that Shraddha.
Вы должны сами понимать важность самой веры, энергии веры. Если вы видите веру в сердце кого-то, пусть эта вера будет направлена на кого угодно, но вы должны уважать эту веру. Because that Shraddha, that faith that they have towards their Guru, that Shraddha Devi, the goddess of faith, is the same Shraddha living in your heart. If you'll offend her there, she'll run away from you. Вы должны понимать, что вы имеете дело с самой Шрадхой Бхакти Деви, то есть это верой. Это та же самая Шрадха Деви, которая живет в вашем сердце. Если вы будете атаковать и пытаться подрубить, подорвать веру чью-то в их учителя или в того, кому не следует, то вы лишите себя этой веры тоже. Эта Шрадха Деви покинет и ваше сердце со временем. So when Murari Gupta woke up, then he went again to Shiva Sangha. В тот день, когда Мурари Гупта утром проснулся, он тут же отправился в Шивасангам. And this time he gave pranam to Nityananda Prabhu first and then to Chaitanya И в Mahaprabhu. этот раз он уже первым делом поклонился Нитянанде Прабху и потом уже Чайтанье Махапрабху. Because Sri Krishna said in Shastra, Pratamang tu Gurum Pujam Tatasthaiva Mamachanam. Guravan Sirema Vapnoti Yanyata Nishvala Bhavet. That first of all, Krishna said, worship your spiritual master. After that you can worship me. If you do this, then it's definite that you become perfect. Otherwise, if you do something else, then it's uncertain. Сам Кришна лично предписывает и настоятельно рекомендует каждому сначала почитать своего духовного учителя и затем уже самого Кришну. Он говорит, если вы последуете такой последовательности, то вам гарантирован успех. Если вы прибегнете к чему-то другому, то тут нет никаких гарантий, к чему это вас приведет. So once, Chaitanya Mahaprabhu came to Murari Gupta and he said, Oh Murari, Krishna, he is the Swayam Bhagavan. Однажды Чайтанья Махапрабху навестил Мурари Гупту и стал ему рассказывать, что Кришна это Верховный Господь, Сваям Бхагаван. Eiteit angsa kala pungsa Krishnastu Bhagavan Swayam. All the incarnations, including Lord Ram, have come from Krishna. Чайтанья Махапрабху стал объяснять, что Кришна это изначальная ипостась Господа, и все другие проявления ипостаси это его проявление, даже Господь Рама. So see, Krishna has all Aishwarya opulence and all Madhurya, whatever opulence and sweetness is in any other incarnation, including Lord Ram, it has all come from Krishna. По положению Сваям Бхагаван это изначальное проявление Господа, который ни от кого не зависит в своей мадурии, в своей сладости, и в своей ашваре, в своем могуществе, а все остальные ипостаси, инкарнации, аватары, они зависят от Кришны в своей айшваре, в своем могуществе, и также в своей мадурии, в своей сладости. So, from today, you should give up the worship of Sitaram and worship the original form of Bhagavan, Radha and Krishna. И Махапрабху сказал, и посему с сегодняшнего дня ты должен закончить эту практику поклонения Господу Раме и Сити и начать поклоняться только Радхе и Кришне. So out of love for Nimai Pandit, Murari Gupta agreed. И движимой любовью Нимай Пандиту Мурари Гупта согласился. But when he got home, he couldn't do it. Но дойдя до алтаря, он понял, что он не может просто изменить свою практику. And he was awake the whole night crying. Он очень расстроился, всю ночь напролет плакал. He thought, oh, it would be better if I would just die. Я подумал, это настолько неприемлемо для меня, что мне лучше просто умереть уже сейчас. Because I cannot give up the lotus feet of Lord Ramachandra. Я не могу расстаться с лотосными стопами Рамачандры. And I cannot disobey Nimai Pandit. Я слушаться Нимай Пандита я тоже не смею. So then the next day he came to Mahaprabhu. На следующий день он пришел к Чайтанье Махапрабху. And he fell at his feet weeping. Припал к его ногам, стал плакать. He said, I have sold my head at the feet of Lord Ramachandra and I cannot take it away. Он сказал, я отдал свою голову Господу Рамачандре, я принадлежу ему, поэтому я не имею права оставлять его. I cannot disobey you. Я собственность Господа Рамачандры, но одновременно с этим я должен слушаться тебя. Ты мой авторитет. Srinate Janakinate Abede Paramatmani Tathapi Mama Sarvasya Rama Kamaralochana. I know that Krishna and Lord Ram are both Bhagavan. They are the Supreme Lord. But still, my heart only belongs to the lotus-eyed Ramachandra. И он сказал, я понимаю, что Рама, Кришна это одна и та же личность, это Бхагаван, но все же мое сердце принадлежит лотосоокому Рамачандре.
But I cannot disobey you, so it's better that I die. А слушаться тебя тоже мне нельзя, поэтому мне просто лучше уже умереть. But Mahaprabhu became very happy. Махапрабху на самом деле очень обрадовался, услышав эти He слова. said, it's all right, you can just worship Sita. Он сказал, да все нормально, продолжай поклоняться Раме и Сите. He was testing his nishta in his ishta nishta. Он просто, это была проверка такая на крепкость, на преданность ништа иште, то есть преданность его объекта любви. So take this lesson from Murari Gupta and have ishta in your nishta, nishta in your ishta. Пусть это будет уроком для всех вас, пусть у вас будет крепкая вера в объект вашего поклонения, ништха в иштху. Nishta means loyalty, Ништха это верность, the unwavering непоколебимая certainty, уверенность. and faith and surrender to one form of God, not to many forms. То есть надо сфокусироваться и предаться одной форме Господа, одной ипостаси, не служить всем и всем. So, this is one of the specialities of Dasya Rasa. In Dasya and all the higher rasas, this is there. And if you, oh, I like this form, I like this form, I like that form, then what happens? Then you become in Shanta Rasa. То есть вот в этом и особенность уже даси расы, что появляется четкая направленность уже на один объект поклонения. И всех высших расах то же самое присутствует. А если вам привлекает служение и этой ипостаси, и этой, то вы будете как в шанта-расе, в такой нейтральности. Because the symptom of the servant is a mammata, possessiveness. Потому что что появляется уже на уровне даси расы, это мамата, чувство обладания, чувство собственности, это мой объект поклонения. Oh, Radha Govinda, they are mine. Чувство, что Радха Говинда, они мои. No one else is mine. А никто другой мне не принадлежит. А вот And what is the symptom of Shanta Rasa? Мамата Ганда один. Translate the question. В чем заключается особенность шантарасы? Mamata Gandhahin Отсутствие. means in Shantras there's no smell even of possessiveness. А в отношениях пассивного восхищения даже нет запаха вот этой маматы, чувства верности, обладания. So, if having some devotion to many forms of Bhagavan, we don't really appreciate this because we are Krishna Das. Then what to speak about having attachment to so many devatas like Durga and Ganesh and Surya and Shani Dev and all devatas. Для истинных вайшнав уже неприемлема даже вот эта привязанность, рассеянность любви и поклонения разным формам. Вишну Татвы даже, что уже говорить о вот этой привязанности к поклонению Дурге, Шиве, Ганешу, Сурьи и различным планетам и так далее. But we honor them as Krishna's servants. Мы почитаем всех этих личностей в связи с Кришной, как слуг Кришны. Vaishnavanam Yatashambhu. То есть любовь и уважение к ним идет чисто в контексте служения Кришне, что это великие слуги Кришны, поэтому они достойны почтения, а не напрямую. Mahaprabhu himself has said, Ye bhaktadanya nahi chari prabhur charan, Ye prabhu danya nahi chari nijajan. That servant who never gives up his master, and that master who never gives up his servant, they are both danya. Very fortunate. Сам Чайтанья Махапрабху сказал, тот слуга, который никогда не оставит своего хозяина, и тот хозяин, который никогда не кинет своего слугу, они оба чрезвычайно удачливы. Because their hearts are not fickle and flaky. Потому что их сердца, нет в сердце предательства, это настоящие сердца глубокие. They have nishta. У них вера. Eka anga sari kaiho sari bahu anga nishta hoila upajai. Premera taranga. As soon as the heart is steady on one Ishtadev or one or more practices of bhakti, then waves of love rise in the heart. Ништа, это стабильность, это очень важный фактор для бхакти, потому что как только появится стабильность хоть в одной какой-то практике бхакти, ванги, или стабильная верность поклонения одной ипостаси Иште, Господа, то тогда очень скоро према начнет
появляться в сердце, волны премы. One day Murari Gupta was here and his wife had cooked very beautiful bhog preparations and offered to Sitaram. Однажды супруга Мурари Гупта приготовила очень вкусный обед и предложила Ситараме. And then she brought the prasadam out to serve her husband. И потом вынесла тарелку и стала кормить мужа. But Murari Gupta, he was in a trance. В этот момент Мурари Гупта Sahaj Samadhi, natural trance. находился в сахаджа самадхи, в таком естественном трансе. And by the mercy of Mahaprabhu, he was realizing the baby Krishna was coming. И по милости Махапрабху он увидел, что маленький Кришна идет к нему. And he was thinking, oh, I should feed this baby. Он подумал, о, малыша надо покормить. So he was getting some rice in his hand and making a bowl like this. И он стал And брать then putting it in Krishna's mouth. с тарелки, которую жена поставила перед ним, брать рис, скатывать его в такой шарик и забрасывать в рот ребенка. But only he could see it, so his wife just saw he was getting the food and throwing it on the floor. Кришну никто кроме него не видел, поэтому жене казалось, что муж просто сидит и бездумно скатывает рис в шарики и разбрасывает по полу повсюду. And he did this with all the rice. То есть весь рис он вот так спустил на вот это, разбросал повсюду. Then afterwards, he came out from his trance. Позже он вышел из транса. And Chaitanya Mahaprabhu came running here. И в этом Чайтанья Махапрабху как раз вбежал. He said, oh Murari, И сказал, Мурари, you're a doctor, you have to give me some medicine. доктор, помоги, дай мне лекарство. I have indigestion because you fed me so much rice. Меня перекормил ты рисом, у меня сейчас несварение желудка, поэтому лечи меня срочно. Then hearing this, Murari Gupta fainted. Услышав это, Мурари Гупта просто упал в обморок. Yesterday, when we were in Shiva Sangan, we discussed how Mahaprabhu sat on the Singhasan of the deities and began to show his Bhagavata, his godhood to all the devotees. Вчера, когда мы находились в доме Шривастакура, мы слышали о том, как Махапрабху сел на Симхасану, на трон, на алтаре, на котором до этого были божества, и стал являть всем свою божественность. So at that time, he called, Murari Gupta! И он призвал Мурари Гупту. Look at my form! Сказал, ну взгляни на мою форму. And as Murari Gupta was looking, Мурари Гупта then посмотрел. he saw Chaitanya Mahaprabhu standing there with the bow, and he was Lord Ramachandra. И Мурари Гупта, взглянув на Махапрабху, увидел, как тот преобразился и в Господа Раму с луком. Oh, on his right side, Nityananda Prabhu became Lakshman. Нитянанда Прабху преобразился и стал Лакшмана по правую руку от Рамы. He saw Sita was standing next to him. Он увидел Ситу рядом с Рамой. And he saw thousands and thousands of monkeys in an army. И целую огромную армию там обезьян All вокруг. jumping here and there. Все прыгали. And chanting, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. And then Murari Gupta was looking around, and then he realized that he was also a monkey. Мурари Гупта смотрел по сторонам и вдруг посмотрел на себя, на свое тело и увидел, что он тоже обезьяна. Mahaprabhu said, you are Hanuman. Махапрабху сказал ему, ты Хануман. And then again he fainted in И ecstasy. снова Мурари Гупта упал в обморок. So Murari Gupta, he used to go to school with Mahaprabhu, and he used to go every night to all-night kirtan in Shiva Sangan. Мурари Гупта ходил в ту же школу, как и Махапрабху, и также каждый вечер он участвовал в ночных киртанах Махапрабху в доме Шривастакура. And when Mahaprabhu left Navadvipa and went to Puri, then Murari Gupta, he used to go there every year for Chaturmasya and the Rath festival with the other devotees from Bengal and then return. После того, как Чайтанья Махапрабху принял саньясу и отправился жить в Пури, Мурари Гупта ежегодно отправлялся с всеми преданными из Навадвипы туда, в Пури, участвовать в Радха-ятре и проводить 4 месяца Чатурмаси вместе с Чайтаньей Махапрабху. So he has written
a book called Chaitanya Charita. It is the biography of Chaitanya Mahaprabhu. Like, we have Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita, they are the main biographies. Then after that, the next respective biography is the Chaitanya Charita of Murari Gupta. Мурари Гупта также написал биографию Чайтаньи Махапрабху, Чайтанья Чарита. Также самые известные биографии общепризнанные Чайтанья Бхагават, It's Чайтанья actually Чаритамрита. the earliest biography, and so the later biographies have relied on some information Это from самая there. ранняя биография, записанная Махапрабху, поэтому позже авторы полагались на факты, изложенные Мурари Гуптой в его биографии Чайтаньи Махапрабху. So we are most indebted to Murari Gupta. Поэтому мы в неоплатном долгу перед Мурари Гуптой. So you can roll in the dust of this place and pray for his mercy. Поэтому катайтесь в пыли этого места и просите его о милости. Shri Murari Gupta Prabhu ki Jai! Sitaram Lakshman Hanuman ki Jai! Jai Gaur Premanande! Hari Bol! So now return to your